Приветствую. Несмотря на мое желание делать больше контента, как-то все идет немножечко не туда, то отпуска, то вот опять заболел. Так что я постараюсь сегодня очень быстро, иначе рискую сорваться на кашель. Но если буду кашлять, извините, потому что еще не совсем выздоровел. Итак, на крипторынке всегда интересно, всегда что-то происходит. Вот эфир у нас уже по 3 500. Недавно Solana сбегала на $120. То есть просто полнейший восторг. XRP полетел, все стреляет. Ну, кроме Cardano, от которого все ждали $3, но он чуть-чуть не дотянул. И тем не менее, я назвал это видео биткоин на медвежьем рынке, потому что, ну, не только потому, что я такой пессимист, свою точку зрения я, в принципе, говорил до этого в предыдущих роликах, и она на данный момент не поменялась, но хочу показать вам, что не один я такой. Вот. И есть тоже другие мнения на тему того, что вот все, что происходило примерно с 21 июля, весь этот большой рост, что это далеко не факт, что это возвращение к бычьему рынку. Кстати, я забыл открыть еще один отчет от Glassnode. Но я просто скажу словами, что там они намекают, что вся текущая ситуация напоминает, сейчас быстренько покажу, напоминает март, вот это вот падение в марте 2020 года, что потом было восстановление, 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 дальше аккумуляция, и мы полетели. Есть у них метрики, которые показывают, что возможно это так. Ну, на самом деле это действительно возможно. Как бы одна из альтернативных историй, одна из вероятностей. А вот интересная такая статья на Битновости. Тут специалист Jervis Labs, не знаю, кто они такие, но пишут довольно интересные вещи. Называется эта статья «Определяя направление крипторынка». В принципе, как бы вы можете сами найти. Она вышла 31 августа, то есть вчера. Вот. И они пишут, что у них есть свои различные метрики. И вот одна из этих метрик, когда оранжевая линия справедливая стоимость находится ниже голубой, это сигнализирует о медвежьем рынке. И да, вот получается один из их индикаторов показывает, что действительно вот рынок на данный момент медвежий. Вот. И если посмотреть, то вот как бы в 2018 году он это показывал, и раньше, вот когда вот после роста в 2019 году тоже потом уходили, то есть этот их индикатор в целом работал. Смотрим дальше. По MACD, он пишет здесь, этот аналитик, что как бы очень простой индикатор, для него он очень надежный, он очень его любит. И вот что он, какой вывод на основании MACD. Это означает, что если биткоин не сумеет установить новый максимум в ближайший месяц, у нас могут возникнуть проблемы. Вот, то есть он говорит, что надо продолжать рост сейчас или потом будет поздно. Потому что медведи все-таки задавят. При этом он отмечает, что есть 200-дневная скользящая средняя. Я тоже вам покажу. Это на дневке своего рода индикатор того, что мы находимся на бычьем рынке. Оно в принципе сейчас выступает неплохим и довольно долгой поддержкой. То есть тоже глянем. Идем дальше. Вот, то есть еще одна ихняя модель показывает, что на сегодняшний день модель подает медвежий сигнал. То есть я не буду сейчас зачитывать, вы сами откроете, посмотрите эту статью. Я просто показываю вам, что вот есть такое мнение, что есть аналитики, которые разбирают, у них есть какие-то свои модели, и вот ихняя модель опять выдала медвежий сигнал на данный момент. Ну, в принципе, это может быть краткосрочный сигнал, то есть какая-то коррекция потом вверх. Но сигнал такой есть. Дальше, в принципе, он приводит довольно интересное исследование на основании баланса кошельков. И он показывает, что вот желтые, когда покупают желтые, это покупают киты, сиреневые это мелкие владельцы. То есть он показывает, что на хае, как обычно, заходила мелочь, киты начали покупать уже на просадке, когда в мае случилась коррекция. И что интересно, киты в принципе покупали довольно
долгое время, когда биткоин выходил выше 40 тысяч, то есть они тоже наращивали свои позиции. И раньше тоже от Glassnode были данные, я видел этот график, что долгосрочные инвесторы поднарастили свои позиции. То есть очень много людей сейчас все-таки верят, что рынок будет бычий в долгосрочной перспективе. То есть в перспективе, извините, видите, все-таки переоценил я свое здоровье. Вот, в перспективе этой осени буквально вот, но сейчас вот этот график начинает менять цвет, то есть опять начинают заходить мелкие инвесторы, то есть те, которые, как правило, приходят именно на хаях. Вот, и еще тут я буду, наверное, ускоряться, чтобы много на вас не кашлять, хоть по ютубу это точно безвредно, но мне банально тяжело. Вот. И еще один от него график. Я вкратце скажу, что это значит. Что он показывает, что есть киты, которые как покупали, так и продавали на данный момент. И он приходит к такому выводу, что есть две противоборствующие силы. Это две довольно сильные силы. И вот они сейчас между собой решают. Рынок потащить вниз или рынок потащить вверх. В принципе, это логично, что такие силы действуют на криптовалютном рынке. Я думаю, на других рынках они тоже действуют. Вот. И то, что существует два лагеря, и в каком-то лагере могут быть киты с большими запасами, которые хотят новый памп, а какие-то хотят все-таки устроить криптозиму, это вполне логично. Другой момент, что мы понятия не имеем, а кто из них победит и когда произойдет какая-то решающая развязка. Теперь, собственно, давайте быстренько расскажу, что я об этом всем думаю сам. Желтая линия, сейчас я уберу лишнее, 200-дневная скользящая средняя, да, действительно, она вот здесь выступает поддержкой, она держит цену, уже как бы несколько раз от нее отталкивались, это хороший знак, но тем не менее это не гарантия того, что мы обязательно ее удержим и оттолкнемся вверх. Если удержим, если пойдем на 50, потом на 53 тысячи, это будет еще один хороший признак. Плюсик того, что все-таки рынок будет расти, но пока этого плюсика нет. Из минусиков пока то, что вот, извините, у биткоина был восходящий тренд, но мы его потеряли. И сейчас может начаться нисходящее движение, если мы не удержим вот эту поддержку на 46. Нисходящее движение, которое поведет нас к вот этой линии тренда, вот сюда. И если мы пройдем ее вниз, это будет сценарий 2018 года, сценарий медвежьего рынка, когда все вот это большое восстановление, большое красивое весь вот этот рост, давайте посчитаем, весь вот этот рост на 70% был всего лишь навсего бычьей ловушкой. Я его показывал тут вот в Телеграме. Кто не знает, это мой маленький канал. Можете подписаться на него по ссылке под видео. Я редко сюда... да что ж такое? Сюда что-то пишу. Чаще только скидываю видео, то есть дублирую, если интересны мои ролики по криптовалютам, потому что я делаю видео не только по крипте. Вот на YouTube. Вы можете сюда подписаться и получать только нужные вам уведомления. То есть вот этот сценарий 2018 года. Сейчас мы, вероятно, находимся вот в этой точке. То есть точке, когда у нас было красивое, замечательное восстановление. Вот мы вышли выше нисходящего тренда. Но если мы пойдем вниз и пробьем его сюда, то когда я делал этот первый раз, то мы были вот в этой точке. Сейчас мы переместились вот сюда. Надеюсь, вам курсором хорошо видно. Вот. То сценарий повторится, будет криптозима. Какие там цели, в принципе, я показывал и говорил. Там 14 тысяч в идеале дно, если ориентироваться по старым структурам биткоина. Но, конечно же, да, это не отменяет того, что в теории сценарий двойного пампа возможен, что у нас будет сейчас еще новый рост, будет он осенью, он продолжится. Но пока вот рынок тренд потерял, поддержку если мы потеряем, это будет еще один сигнал того, что все-таки это медвежья ловушка. И если мы потом перепробьем эту линию тренда, это уже будет третий сигнал того, что все-таки
идем на криптозиму. Я буду заканчивать, простите, как видите, самочувствие свое я переоценил. Если вам понравилось видео, можете поставить лайк, можете написать комментарий в стиле «не кашляй, не болей». Будет очень приятно. Вот, мысли донес, пошел я долечивать кашель, чтобы вернуть себе возможность нормально записывать для вас контент и делиться своими мыслями. Всем большое спасибо, очень скоро услышимся.